Сяо Янь на уровне святого одной звезды устроил впечатляющее зрелище в павильоне падающей звезды. Он в одиночку уничтожил двух мнимых святых, тем самым спасая Яо Лао, Цайлинь и всех остальных. Но когда он уже намеревался убить последнего врага, Гую, второго Тяньцзуна Заладуш, неожиданно вмешался святой Заладуш. Чем все это закончится? Стоит сказать, что прорыв Сяо Яня в класс святого с мощным размахом. Его внешность на этом уровне также была раскрыта, и она довольно хороша. Теперь Сяо Янь войдет в ряды самых могущественных людей, сможет влиять на структуру власти континента Доуци и, наконец, получит силу, необходимую для защиты своей семьи и друзей. Многие писали в комментариях, как отреагирует клан Гу, узнав, что Сяо Янь стал святым. Это будет интересно посмотреть. Но вернемся к сюжету. В момент, когда Сяо Янь почти достиг Гую, произошел разрыв пространства и появилась черная рука с темной аурой. По сути, святой из клана Хунь прорвал пространственную блокаду Сяо Янь. Кто же это был? Может, сам глава Заладуш, Хунь Мишень? Нет, на этот раз явился первый Тяньцзун Заладуш, чтобы спасти второго Тяньцзуна. И стоит сказать, что его сила почти на второй звезде святого. Это действительно мощный соперник Сяо Яня. С появлением этой руки казалось, будто само небо потускнело. Сяо Янь сразу же стал серьезным. Его пламенное кольцо столкнулось с темной рукой. В трейлере мы видим, что Сяо Янь взмахнул одной рукой, противостоя святому Заладуш силой одного пальца. Это был первый бой Сяо Яня на уровне святого. Его противником был первый Тяньцзун. Владелец черной руки был довольно осторожен, когда выстрелил этот луч. Две атаки столкнулись и уничтожили друг друга. В тот же миг черная рука тут же схватила Гую. Пространственная трещина быстро расширилась, и из нее вырвалась сила всасывания. Она быстро втянула Гую внутрь. Хотите уйти? Глаза Сяо Яня похолодели, когда он увидел уходящего Гую. Хотя он не понимал, почему этот святой Заладуш отказался предстать перед ним. Он не хотел позволять этому человеку спасти Гую. Поэтому Сяо Янь сделал пару шагов вперед и с молниеносной скоростью нажал пальцем на тело Гую. Кожа Гую треснула и разошлась на части. Мощная доуци, покрывающая поверхность его тела, не смогла помешать жаркому горячему ветру проникнуть внутрь. Когда Сяо Янь создал пару кровавых дыр в его теле, Гую издал жалкий визг. Его лицо мгновенно посерело. Как Сяо Янь мог так просто отпустить Гую? Он махнул пальцем в сторону лба Гую. Если бы он ударил его, из-за этой пугающей силы голова Гую попросту лопнула бы как арбуз. Однако старческий крик разразился из пространственной трещины, когда Сяо Янь попытался убить Гую. Черная рука еще сильнее потянула Гую за плечо и быстро втянула его в трещину. В то же время этот таинственный святой протянул черный палец, который яростно столкнулся с пальцем Сяо Яня. Когда два пальца столкнулись, от точки их соприкосновения вспыхнула устрашающая буря. Пустое пространство в пределах 1000 метров сотряслось и рухнуло. Сяо Янь в конечном итоге был вынужден отойти на пару шагов назад после столкновения двух пальцев. Он ледяным взглядом смотрел на плотную черную руку. Через мгновение эта черная рука стала пурпурно-красной, вероятно из-за небесного пламени Сяо Яня. Сяо Янь шаг за шагом. Мальчишка, ты не должен сильно радоваться. Мой клан Хунь допустил ошибку, позволив тебе так вырасти. Но не думай, что он будет остерегаться тебя только потому, что ты стал святым. Если хочешь спасти своего отца Сяо Джаня, тогда тебе следует отправиться в царство Хунь. Я буду ждать тебя. С этими словами рука исчезла в пространственную трещину. Сяо Янь посмотрел на это и холодно рассмеялся. Будьте уверены, рано или поздно я отправлюсь в царство Хунь. Сяо Янь не стал безрассудно врываться в трещину. Никто не сомневался, насколько могущественным был клан Хунь. Возможно, Сяо Янь и стал святым, но это не значит, что он мог бесстрашно действовать. В прошлом его предок Сяо Сюань был высшим святым 9-й звезды, но он все равно потерпел поражение от главы клана Хунь и его приспешников. Еще меньше требовалось говорить о Сяо Яне, который сейчас находился лишь на уровне святого 1 звезды. Да, как видим, святой Заладуш не пришел лично. Он сражается только на расстоянии, поскольку ему нужно оставаться во дворце, и он не может уйти. Но хотя первый Тяньцзун и спас Гую, Сяо Янь не отпустил их так просто.
Властным приемом Сяо Янь пробил несколько кровавых дыр в теле Гую, отчего тот едва не умер. Гую был серьезно ранен и не скоро оправится. Ну а при следующей встрече с Сяо Янем его ждет куда худший исход. Итак, выражение Сяо Яня стало холодным и равнодушным, когда он смотрел на место, где исчезла пространственная трещина. Клан Хунь был действительно необычен. Неожиданно, но святой Золодуш даже сумел пробиться через запечатанное пространство Сяо Яню и в итоге спасти Гую. Сяо Янь ощутил, что тот эксперт находился на пределе святого одной звезды, почти второй. Сам Сяо Янь был на начальном уровне святого первой звезды. Он был слабее этого первого Тяньцзуна, но с помощью небесного пламени Сяо Янь не боялся его, даже если бы им пришлось столкнуться. Теперь, когда Сяо Янь прорвался и стал святым, клан Хунь точно не будет игнорировать его. Но в этом случае они должны отправить истинного эксперта святого. Сяо Янь обернулся и посмотрел на учеников павильона падающей звезды и старейшин. В этот момент все они были потрясены пугающей битвой и молча смотрели на него. Сяо Янь осмотрел все Звездное Царство. Всем старейшинам вернуться к своим обязанностям. Очистите этот беспорядок. Те, кто получил ранение, должны быстро восстановиться. Все ученики должны занять свои посты. Поняли? Все поспешно и почтительно закричали, услышав эти приказы. После этой битвы репутация Сяо Яня в павильоне падающей звезды несомненно взлетела до небес. Силы истинного святого было достаточно, чтобы заставить всех присутствующих охотно подчиниться. В этот момент Яо Лао, Цайлинь и другие чувствовали себя лучше из-за целебных пилюль. Сяо Янь быстро шагнул к ним и спросил: «Учитель, Цайлинь, вы в порядке?» Яо Лао ответил утвердительно. Он довольными глазами пробежался по Сяо Яню. Он ярко улыбался ему. Нынешний Сяо Янь наконец превзошел своего учителя. Время летит, и этот орел наконец поднялся в небо. В этот момент Сяо Янь наконец взошел на вершину континента Доуци. Яо Лао медленно встал, а Сяо Янь поддерживал его за руку, после чего группа быстро поспешила в главный зал павильона падающей звезды. Яо Лао, Сяо Янь и остальные сидели вокруг большого стола в главном зале. Сяо Янь спокойно слушал Сяо Исянь и почтенного Фэна. Они описывали, что произошло за эти 2 года, ведь Сяо Янь был в медитации и не знал, что произошло. При упоминании Альянса Духовной Реки холод мелькнул на лице Сяо Янь, особенно когда он узнал, что этот альянс был сформирован всеми врагами павильона, включая Долину Ледяной Реки и павильон Ветра и Молний. Поэтому Сяо Янь четко решил: сегодня старый монстр Тяньмин был убит. Кроме того, здесь скончалось большинство экспертов из Альянса Духовной Реки, поэтому в будущем они не будут представлять угрозы, но мы будем выглядеть слишком слабыми, если не отомстим. Поэтому, как только мы разберемся с беспорядком в Звездном Царстве, я лично поведу наших людей уничтожать их. Ни одна из фракций, присоединившихся к Альянсу Духовной Реки, не уйдет. Почему Сяо Янь не стал щадить врагов? Если бы Сяо Янь вовремя не вышел из уединения, павильон падающей звезды был бы уничтожен Альянсом Духовной Реки. Тоже ждала Яо Лао, королеву Медузу, Сяо Исянь и всех остальных. Месть Сяо Яня не заставит себя ждать. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом столкновении святых. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.